Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Let's Play Games. Сегодня у нас на обзоре средний польский танк 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка CS-63. Да, с турбиной 2.0, да-да, вот такая вот машинка. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами отправляемся смотреть бронирование CS-63, а вдруг там броня есть. Go! Итак, господа, начинаем смотреть, изучать бронирование CS-63 и делаем это достаточно быстро. Сейчас поймете почему. НЛД 121, 118, ВЛД 202, 213. Это вот единственное рикошетное место, наверное, на этом танке. Хотя не, вот щеки еще. Не, ВЛД рикошетит реально хорошо. Башня 130, 150, 120. Вот есть места в верхней части уже рикошетный, верхний. Но низ башни весь, ну вот за исключением, естественно, щек, на башне-то все-таки сферическая, да. То есть вот эти вот назовем вот эти вот полусферы, места, конечно, пробиваются легко. Плюс люк 81. Маска орудия, кстати, неплохая достаточно. Прям брони достаточно. Так, боковое бронирование 50. В экстренных случаях что-то можно при остром угле потанковать. Ну, в экстренном. Чуть-чуть передовернули, вас начинает рвать. Соответственно, вот только острый угол, если это очень сильно необходимо. Еще раз. Огромная НЛД, дырявая. Самая большая часть башни, все пробивается. В маску не стреляем, в верхнюю часть башни не стреляем, в краевые щеки нет. ВЛД очень такое рикошетное, имеет хорошие углы приведенной брони. Вот такая вот броня, господа. Так, с броней разобрались, ВЛД по сути и все. Что-то зарикошетит. Давайте смотреть орудие. Пушечка 10-го левела, 105 миллиметров, вот, 390 альфа хорошая, 258 пробития на основном, 315 на голде, норм, 8,5 секунд заряжается пушка. Неплохая точность 0,36, хорошее комфортное сведение 2,3 секунды. ДПМ, все на стоке при такой альфе и таком времени заряжания, почти 2800, и это на стоке. Касаемо полевой модернизации. Здесь нам крутится на месте она и так, в принципе, неплохо. Повышение жизнеспособности модулей во втором блоке. Вот. Будем на ходу очень много стрелять. Настройка рычагов подвески. В пятом блоке антибликовая маскировка фар. Мера круга сведения от времени заряжания. Так. Кругосведение. Блин, точность нам бы не помешала. Но время заряжания увеличивать не хочется. Здесь ничего, наверное, лучше не качать. 8-й блок. К мощности двигателя, скорости сведения. Ну, время сведения у нас и так неплохо, а мощность тоже. Тоже вот 7-й, 8-й блок бесполезные вещи для этого танка, по мне. Вот, здесь берем на разведку второй слот. У нас, по сути, два комплекта оборудования. Первый комплект сейчас наблюдаете перед собой, то есть вы всегда сюда ставите досел, стаб, и дальше ставить либо просветленку, вот как сейчас я, либо турбину, улучшаете еще маневренность танка, потому что в режиме турбины он действительно комфортно едет, быстро, на месяц крутится, все такое подвижность клевая. Но когда вы без турбины, вы достаточно долго набираете максималку, и он такой тугой. Вот, тугой. Но в режиме не турбины 2.0, а в обычном, он, естественно, лучше сводится, лучше стреляет, лучше точность, все такое. В режиме турбины это полная дичь, безусловно. Вот, по снарядам основной у нас ББХ летит 1241, огонь, круто. Подкол голда летит 1410, вообще must have. Вот, фугас, кстати, здесь тоже достаточно быстрый, 1025. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я доп. Паёк пихнул. И я вам скажу, почему я на обзорах часто, вы мне задаете вопросы, ставлю доп. Паёк. Хотя в реале катаю без них. А потому что я, чтобы снять обзор, снимаю экипаж с 9-го левела, сажаю на 10-й.
переобучиваю его за серебро, и у меня экипаж на 100% не переобучен на эту машину. И у меня вот такие вот прикольные штрафы. Плюс 0,0 заряжающий обучен менее чем на 100%. Поэтому на обзорах ставлю доп. Паёк, чтобы компенсировать вот эту фигню. Вот, по экипажу, 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке, по плюсам, минусам машины. У нас есть чуть выше минимальных комфортных углов склонения орудия, минус 8, поэтому это хорошо. У нас быстрые снаряды, у нас сочная альфа. Для этой альфы пушка заряжается достаточно быстро, неплохая в целом точность, вот, и достаточно быстрое время сведения. Еще раз напоминаю, по пушке в режиме турбины точность падает, сведение падает, короче, все падает по пушке, и пушка сама практически падает. Комфортно на CS стрелять в обычном режиме, не в турбированном. Вот, касаемо ХП, 2000, это здорово, хорошее количество ХП. По подвижности, значит, смотрите, ситуация здесь следующая. В обычном режиме 55 вперед, 15 назад. А в турбине 2.0 70 вперед, 20 назад. Вы понимаете? В обычном почти 18 лошадей на тонну, в турбированном почти 28. То есть он и максималку свою 70 еще быстрее набирает, нежели в обычном режиме мы свои 55 будем набирать. Вот такая вот штука. По незаметности все тут хорошо, 33% незаметность, все very best. По обзору у нас 479 метров на просветленке. Потому что без просветленки мы прям будем слеповаты. Вот, поэтому все круто. Обзор хороший, незаметность хорошая, мобильность отличная. По орудию больше плюсов, нежели минусов. Ну, в принципе, плюсы. Даже по ХП у нас не так уж все плохо. Да, башня дырявая по броне и НЛД, но ВЛД, в принципе, очень часто рикошетит снаряды врагов. Предлагаю же отправляться в бой, давайте посмотрим, на что, собственно, этот танчик способен. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас CS-63. Да, CS-очка, средний польский танк 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка. С турбиной, да. Вот видите, останавливаемся, включаем, выключаем. Все, луча на турбине. Но на турбине мы менее точные. Есть пробитие. Ты гля, бачат 25 тонн. Я же даже не свечусь. Блайндун. Хрен. Что-то тут у нас как-то мало танков. Обе ЛТшки на том фланге, но это дичь.
Твою мать. Твою мать. Вон он засветил откуда. Все ХП растерял. Так, так, так. Так, мы ЛТшки откисли все. Надо признать, что ЛТшечки это подоткисли. БКшечку взорвали. Бачатик стоит на охране. Ух, что-то большое упало. А большое Т-110Е3.
Фигачим. Фигачим. 4 есть. Ну, ребята, аккуратненько 4200 дали. Ладно. Сойдет. А чё, хорошее орудие, хорошая точность. Сначала, правда, получал, но ЛТшки у них грязь сделали. Наши-то переехали на другой фланг. Хорошая подвижность, но на турбине. Без турбины CS-63 очень медленно едет. И набирает максималку тоже медленно. Но пушка невероятно классная. Вот, кстати, первое место по урону. Ребята, машина любит статисты. Есть за что любить. У кого есть в ангаре, пишите свои комментарии, как получается, не получается на CS63, какое вы используете оборудование. Многие катают на досоле, на стабе и на турбине, несмотря на то, что на турбине 2.0 она просто летит. Но, еще раз напоминаю, без турбины она такая кволкая и вялая. Как по мне, по пятибалльной системе 4 с плюсом машина факт заслуживает. Вот. В целом хороший аппарат, реально хорошо сбалансированный, средний танк, а по пушке вообще вопросов нету. Поэтому ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Ну а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.